Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как связать вот такую простую итальянскую резинку спицами. Раппорт узора состоит из 4 петель. Для образца нужно набрать количество петель кратное 4, плюс 2 петли для симметрии узора и 2 кромочные петли. В высоту раппорт узора составляет 2 ряда. Для образца я набрала 28 петель и сейчас показываю, как вязать первый ряд. Первую кромочную петлю мы снимаем. Далее провязываем 2 изнаночные петли. Мы вяжем раппорт узора. Первая изнаночная петля, вторая изнаночная петля. Далее следующую петлю мы снимаем на правую спицу, не провязывая, нить оставляем за работой. Следующую петлю провязываем лицевой. Далее левой спицей подхватываем первую не провязанную петлю с лицевой стороны вот таким образом. Из этих 2 петель вынимаем правую спицу и заводим ее вот таким образом, снова надевая провязанную петлю. Вот что получилось. И теперь провязываем лицевую петлю, которую мы не провязали, а снимали не провязывая. Раппорт узора закончен. Вяжем следующий раппорт. 2 изнаночные петли. И снова мы с вами следующие 2 петли скрещиваем. Снимаем первую петлю, нить оставляем за работой, следующую петлю провязываем. Далее с лицевой стороны подхватываем непровязанную петлю, вынимаем правую спицу из 2 петель, снова надеваем провязанную петлю. Эта петля остается у нас на левой спице и провязываем ее лицевой петлей. Провязали второй раппорт. Снова вяжем следующий раппорт. 2 изнаночные петли, следующие 2 петли скрещиваем. И таким образом мы продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда у нас остается 3 петли. Это 2 петли для симметрии узора, которые мы провязываем изнаночными петлями, и кромочную петлю вяжем изнаночной петлей. Провязали первый ряд. Поворачиваем работу и вяжем второй ряд узора. Первую кромочную петлю снимаем. Далее провязываем 2 лицевые петли. Это раппорт узора мы начали вязать. 2 лицевые петли. И теперь нам нужно скрестить 2 следующие изнаночные петли. Для этого мы с вами первую изнаночную петлю снимаем, нить оставляем перед работой. Следующую петельку провязываем изнаночной. Далее с изнаночной стороны подхватываем непровязанную изнаночную петлю вот таким образом. Из этих 2 петель вынимаем правую спицу и в ту петлю, которую мы уже провязали, вот таким образом снова ее заводим. А та петля, которая не провязалась, она осталась у нас на левой спице. И теперь мы ее провязываем изнаночной петлей. Вот таким образом мы скрестили 2 изнаночные петли. Провязали раппорт узора, повторяем. 2 лицевые петли. Следующие 2 изнаночные мы скрещиваем. Первую изнаночную снимаем нить перед работой. Следующую провязываем изнаночной петлей. Левой спицей захватываем петельку, которую не провязали на правой спице. Из этих 2 петель вынимаем правую спицу, заводим снова спицу в ту петлю, которую уже провязали изнаночной. И переснятую непровязанную петлю провязываем изнаночной петлей. Провязали второй раппорт. Таким образом вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас остается 3 петли. Это 2 петли для симметрии узора и кромочная петля. Петли для симметрии узора мы провязываем лицевыми. И кромочную петлю провязываем изнаночной петлей. Мы провязали второй ряд узора. Далее повторяем вязание первого и второго ряда и вяжем резинку на необходимую высоту.
В итоге у вас получится вот такая итальянская резинка. Полотно очень красивое и достаточно фактурное. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.